Вчера нам наконец-то рассказали, чем занимается американская разведка, которая так и не смогла найти для Хиллари Клинтон доказательств связей Дональда Трампа и российских спецслужб. Можно было бы подумать, что ЦРУ и АНБ бегают за террористами, ловят северокорейских шпионов, ну или хотя бы пытаются подтасовать выборы президента Ливана. Мы ведь привыкли именно к такому поведению рыцарей плаща и смартфона, которые обслуживают интересы Вашингтона. Однако на этот раз, провалив все нормы конспирации и наплевав на элементарный здравый смысл, американские шпионы рассказали, что их волнует на самом деле. А волнует их импортозамещение на российском рынке программного обеспечения. Причем эта тема беспокоит американских шпионов так сильно, что неназванный высокопоставленный представитель разведывательного сообщества США даже рассказал об этом журналистам телекомпании NBC. Казалось бы, радоваться надо, что ватники с порванной в клочья экономикой окажутся теперь без самого передового в мире софта, но нет. Почему эта тема вообще волнует американское разведывательное сообщество? Может, ЦРУ боится остаться без своего главного источника информации в России? Нельзя же так откровенно сливать свои источники информации. Как же теперь представители Oracle и Microsoft будут смотреть в глаза своим российским клиентам, особенно из государственных структур? Американских журналистов, которые обрабатывали инфоповод, очень взволновал тот факт, что американскую компанию Microsoft подозревают в сотрудничестве с американскими спецслужбами. И именно за это ее собираются выгнать с российского рынка государственных заказов. Журналисты даже взяли комментарий у представителя самой компании, который, конечно же, сказал, что Microsoft с ЦРУ не сотрудничает и даже в мыслях такого не допускает. Видимо, американские шпионы волнуются за Microsoft из чисто альтруистических побуждений. Кто бы мог подумать, что у ЦРУшников такое мягкое сердце, и они просто хотят, чтобы у российских чиновников был удобный и качественный американский софт. Вот прямая речь представителя Microsoft Доминика Карра. «Мы ни за кем не шпионим. Мы не взаимодействуем ни с чьим правительством с целью шпионажа и никогда бы не стали так поступать». Когда я читаю такие заявления, то всегда жалею, что не могу посмотреть на лицо тех, кто их делает. Врать и не краснеть – это все-таки редкое умение. Еще журналистов NBC и высокопоставленных представителей американского разведсообщества взволновал конкурс на замену поставщика системы управления базами данных электронного правительства, проведенный Ростелекомом. Сейчас российская система электронного правительства работает на базах данных Oracle, компании, которую подозревают в очень тесных связях с американскими государственными структурами. А некоторые западные журналисты доходят до того, что пишут статьи с заголовками «Oracle начинался как проект ЦРУ». И вдруг этого кристально чистого и честного американского поставщика собираются буквально выкинуть на мороз, заменив его системы российским вариантом open-source PostgreSQL до конца 2017 года, между прочим. Опять же, эта ситуация почему-то вызывает интерес у представителей американской разведки и американских СМИ. Ну нельзя же так подставляться. Самое забавное, что даже журналисты NBC признают, что продукты того же Microsoft могут быть использованы как кибероружие. Но тут же делают важную оговорку. Они заявляют, что в качестве кибероружия их могут использовать русские хакеры, которые таким образом якобы обвалили украинскую энергосистему в прошлом году. А еще корпорация Microsoft сообщила о том, что некие слабые места в системе Windows активно используются русскими хакерами для взломов систем в США. Среди взломанных систем фигурирует сервер Демократической партии США, письма с которого доставили так много головной боли Хиллари Клинтон. В общем, раз ФБР не захотело обвинять российских хакеров во взломе серверов Демпартии, то это сделали друзья ЦРУ из компании Microsoft. Хочется спросить у сторонников пользования Windows в государственных структурах. Это действительно та компания, чей софт мы хотели бы использовать на компьютерах наших чиновников? Даже если быть очень наивным человеком и предположить, что системы Windows действительно не являются шпионскими инструментами, то нужно признать под давлением неопровержимых фактов, что они как минимум просто дырявые.
Ну а журналистов NBC и анонимных представителей американского разведсообщества нужно поблагодарить за то, что они предоставили всем сторонникам IT-импортозамещения и цифрового суверенитета еще один очень наглядный аргумент не только для выкидывания из госструктур американского софта, но и в пользу того, что сделать это нужно было еще вчера. И ой, как хорошо, что этой темой в России занимается в том числе и советник президента по вопросам интернета Герман Клименко, который очень критичен к некоторым особо наглым западным компаниям.